Узбеки – само название, сарты – устаревшее русское название, туркоязычный народ, являются основным и коренным населением Узбекистана, самая многочисленная нация в Средней Азии. Говорят на узбекском языке тюркской группы алтайской семьи. Распространены также русский и таджикский языки, письменность на основе русской графики. Вероисповедание преимущественно мусульмане, сунниты. Более 48% населения Узбекистана проживает в сельской местности и занято преимущественно земледелием. Узбеки традиционно занимались ремеслами и торговлей. Традиционными занятиями в оазисах были ирригационное земледелие. В земледелии достигшая высокого уровня техника сочетается с примитивными орудиями и архаической ирригацией. Выращивали зерновые культуры, такие как ячмень, пшеница, рис, кукуруза, проса, бобовые, различные овощи. Было развито бахчеводство, садоводство, производство технических культур. Абрикос, виноград, дыня вместе с зерновыми имели очень большое значение в ежедневном питании населения, употреблялись как в свежем, так и в сушеном и вяленом виде. Курага и изюм традиционно экспортировались в Сибирь и Россию. Значимой торговой культурой был хлопчатник. Товарной отраслью было и шелководство, которым занимались в основном женщины. Земледельческие работы выполнялись преимущественно мужчинами. Женщины участвовали в сборе фруктов, хлопка, винограда, тутовых ягод, дынь. Скотоводство в оазисах имело только потребительское значение. Держали рабочий и транспортный скот. Но в предгорных и степных зонах скотоводство было основным занятием у полукочевых узбеков. Овчеводство и частично коневодство имели товарное значение. Верблюды использовались для караванов. Выпас скота считался мужским делом, а женским делом было ведение молочного хозяйства, обработка шерсти, шкур и изготовление изделий из них. Изготовлялись паласы, ковры, торбы, переметные сумы, скатерти и многое другое. В городах и крупных торгово-ремесленных селениях были представлены разнообразные виды ремесла – кузнечное, ткацкое, гончарное, ювелирное, мыловаренное, кондитерское, хлебопекарное и другие, а в небольших селениях лишь отдельные виды. В семьях ремесленников женщины помогали мужьям, выполняя отдельные операции, подготавливая полуфабрикаты. Были распространены и женские промыслы, прядение, шитье одежды, вышивание и другие. На формирование особенностей быта узбеков оказали глубокое воздействие общинные традиции, выработанные веками навыки организации коллективных работ, твердые правила земли и водопользования. В городах и крупных торгово-ремесленных селениях сложились квартальные общины и объединения ремесленников по профессиям. Члены общины были связаны между собой не только соседством, но и родственными узами. У полукочевых узбеков, сохранивших родоплеменное деление, община внешне имела форму родовой. Отношения в семье строились на подчинении младших старшим, на авторитете главы семьи, обычно отца и его жены. Были характерны бесправие и затворничество женщин, особенно среди оседлых узбеков. Однако в урегулировании внутренней жизни семьи и квартальной общины, особенно в проведении обрядов жизненного цикла, отдельные женщины – жена, вдова, глава семьи или духовного лица – или женщина, выделяющиеся особыми способностями, играли видную роль и пользовались авторитетом. Господствующей формой собственной семьи является малая семья, состоящая из родителей и детей. Однако сыновья после женитьбы стремятся поселиться вблизи отцовского дома, чтобы постоянно помогать друг другу и родителям, с которыми остается обычно младший сын. Хорошо налаженные широкие родственные связи каждая семья по-прежнему считает своим достоянием и поэтому уделяет большое внимание воспитанию родственных чувств у детей.
Сохраняется и традиция жить в тесном общении по месту жительства вне зависимости от родства. Эта традиция превратилась в одну из черт национальной культуры узбеков, их характера и психологии. Поэтому в каждой семье придается большое значение общественному мнению. В жилищном строительстве используются, особенно в селах, черты традиционного строительного искусства: сейсмостойкий деревянный каркас, крытая терраса, ниши в стенах домов для постельных принадлежностей, посуды и другой утвари. Мужская и женская одежда узбеков состояла из рубахи, штанов с широким шагом и халата, стеганого на вате или просто на подкладке. Халат подпоясывали кушаком или сложенным платком, или носили свободным. В конце 19-го, начало 20 века распространилась верхняя одежда в талию – камзол. Головные уборки у мужчин – тюбетейки, войлочные колпаки, чалмы, меховые шапки, у женщин – платки. Выходя из дома, женщины набрасывали на голову накидку. Девушки и женщины до рождения первого ребенка заплетали волосы в мелкие косички – до 40. Остальные женщины – в 2 косы. Традиционную обувь – кожаные сапожки на мягкой подошве, на которые надевались кожаные, позднее – резиновые калоши. В одежде узбеков ныне можно проследить все стадии развития ее форм до последнего столетия, от глубоко традиционной, состоящей из рубахи и халата свободного туникообразного покроя, без шва на плечах, и штанов с широким шагом, до костюма современных европейских модных фасонов. Наряду с распространением европейских стандартов прослеживается и другой процесс – стирание локальных различий и сложение общенациональных форм. Например, мужской прямоспинный халат и черная тюбетейка с белым узором, женское платье на короткой кокетке со сборами на груди и спине, отложным воротником нередко сочетаются с шароварами. Давно ушли из употребления паранджа, ныне основной головной убор у женщин – это платок. Пища узбеков состоит из растительных, молочных и мясных продуктов. Важное место в питании занимает хлеб, выпекаемый из пшеничной муки в виде лепешек. Распространены и готовые хлебные изделия. Ассортимент блюд отличается разнообразием. Такие кушания, как лапша, супы, каши из риса и бобовых, приправляют растительным или коровьим маслом, квашеным молоком, красным перцем и различными травами. Излюбленное блюдо – плов. Большое место в питании занимают овощи, фрукты, виноград, арбуз, дыни. Главный напиток – чай, чаще зеленый. Национальный колорит сохраняет посуда и застольный этикет. Семейные обряды сохраняют национальную специфику. Однако многие из них потеряли свое былое магическое значение и совершаются ныне лишь развлекательной целью или вовсе исчезли, и на их месте возникли и закрепились новые. Например, ежегодное празднование для рождения, торжественная регистрация брака и другие. Высокого развития достигли традиционные виды народного искусства – вышивка, гончарство, чеканка и гравировка медной посуды, резьба и роспись по дереву, резьба по камню и другие, сохранившие особую самобытность в отдельных историко-культурных областях. Процветает устное народное творчество, популярны народный театр и цирк, выступления острословов, кукольников, развивается профессиональная культура. Аудиорассказы от Эдемы Элай.